Всем привет! Это Тостер. У нас много интересного о домашней технике, потому что реальные обзоры и тесты. И это видео очередной реальный обзор. Приехали к нашим друзьям в Холодильник.ру, чтобы снять недорогие духовки. У них здесь, конечно, много разной бытовой техники на разный кошелек. Поэтому мы и приезжаем сюда частенько. Вы тоже приезжайте и заходите на Холодильник.ру. А в этом видео мы в итоге укладываемся по цене в 25-30 тысяч. Может, не супер бюджетные варианты, но и не очень уж дорогие. Просто если еще дешевле, там уже совсем база будет, а хочется что-то более продвинутое на кухню все же. Мне кажется, цена 25-30 тысяч – это норм для такой нормальной современной духовки, вот в наших реалиях современных, в которой есть все, что нужно для кулинарных экспериментов. А вы что думаете? Пишите в комментариях свое мнение о цене. В конце видео я сделаю свой обоснованный выбор, скажу, какую из трех духовок я бы взял себе. Вы можете соглашаться или нет, прислушиваться или нет. Приходите в комментарии, подискутируем. Кто-нибудь что-нибудь знает про бренд Цугель? Вот мы, честно говоря, тоже до недавнего времени не знали ничего почти, но полюбопытствовали. Неплохой у них сайт, кстати, но в разделе о компании там, как всегда, много красивой бессмыслицы и легкий намек на Швейцарию зачем-то. Вообще же бренд молодой, с 2021 года он официально известен, и по нашим данным он российский. А раз так, то площадки для производства это, как правило, Китай, Турция, и, собственно, Россия. И вот эта духовка, она сделана в России, между прочим, в Пермском крае, на заводе «Газпром» бытовые системы в городе Чайковский. Такое очень известное, кстати, в своем сегменте предприятие. Итак, духовка Цугель. Главное про нее. Объем 60 литров. Это не вау, потому что есть на полках сейчас модели под 70 литров и даже более. Но и проблему я из объема 60 литров не буду делать. В целом вполне окей для современной духовки. У нее совершенно классический для, опять же, современной духовки дизайн. Черный цвет, есть и белая, кстати, а также версия Inox, нержавеющая сталь. Немного поднадоевшие уже стеклянные вот эти панели. Когда уже этот тренд на глянцевость он пройдет, нам, честно говоря, ужасно неудобно снимать, все это отражается. А вам, кстати, как такое решение? Welcome в комментарии. По управлению, тоже современная классика. Один регулятор для температуры, максимум 250 градусов. Тут стандартно. Хватает для большинства кулинарных нужд. Другой регулятор для выбора режимов нагрева. О них еще чуть позже мы поговорим. Дисплей с сенсорными полями для установки текущего времени и настроек таймера. Соответственно, вы можете задать время приготовления или же время, к которому духовка должна закончить готовить. Плюс регулируется громкость звукового сигнала таймера. Регуляторы температуры и режимов, они утапливаемые. Это и безопасность дополнительная, чтобы любопытный ребенок, например, не крутил ничего туда-сюда, не менял настройки, и удобство эксплуатации. Легче содержать в чистоте переднюю панель. Утопил регулятор и без проблем протер все, ничего не мешает. Дальше ныряем внутрь. Хотел было сказать, что классическая комплектация по противням, нет. Есть один противень такой стандартной глубины и одна решетка для запекания. Противень, надо отдать должное, он с сотовой структурой. Это прежде всего сам противень бережет от деформации при перепадах температур. И еще есть мнение, что антипригарный эффект тоже получается, благодаря прослойке воздуха, которая образуется. Если есть опыт с такими противнями, то поделитесь им в комментариях. Буду благодарен. Как они вообще в работе. Но нет второго противня, глубокого, который обычно в стандартной комплектации. Из хорошего выделю съемные металлические направляющие для противней. С ними удобнее пользоваться духовкой. Плюс противень не царапает эмаль. Плюс их снял и легко протер стенки духовки. Здесь, кстати, в духовке обычная силикатная эмаль, которую, если не запускать, несложно очищать обычным моющим средством. Желательно предназначенным для духовок и мягкой губкой. Инструкцию, кстати, внимательно читаем, там все шаги по очистке всегда расписаны.
На дверце вот тут есть кулинарные подсказки, какие продукты, на каком уровне и сколько готовить. Это очень здорово и полезно, особенно для тех, кто не очень опытный повар. Дверца съемная и съемное внутреннее стекло, чтобы легко тоже очищать тут все, если вот это потребуется, да? Остекление здесь двойное, но это такой прямо базовый вариант. В принципе, конечно, это лучше, чем одинарная и в контексте теплопотерь и безопасности. Но я как-то привык в современных духовках к тройному остеклению. С двойным, не встречался давно. Оно существует, вот в частности в духовке Цугель. Главное оставил на финал режимы нагрева. Их тут 9, хотя на самом деле 8, потому что освещение все же не режим нагрева, но его, как водится, тоже посчитали. Не уверен, что все будут вам нужны. Но это так с любой современной духовкой. Производители, они пытаются свести с ума пользователей разнообразием режимов нагрева. Вы точно будете пользоваться классикой, нагревом сверху и снизу. Режим для всего практически подходит. Ставите посередине противень и готовите все что угодно. Декларируется здесь конвекция, в том числе нагрев сверху и снизу плюс вентилятор. Но при этом тут нет тена вокруг вентилятора. Это, на мой взгляд, несколько ограничивает возможности духовки. Да, какое-никакое подобие конвективного движения воздуха создается, но равномерность по температуре может быть не так аккуратно соблюдена. Нельзя готовить, например, сразу на 3 уровнях, не говоря уж о 4, хотя про 2 уровня производитель говорит. В целом надо пробовать с разными продуктами. Для меня реальная конвекция – это все-таки когда есть кольцевой тен. Соответственно, и другие комбинированные режимы, конвекция с грилем, конвекция и полный верхний тен, это, конечно, будет работать и готовить на этих режимах можно. Но это не последнее слово в духовочных технологиях, что называется. В любом случае рекомендую почитать инструкцию. В ней всегда много полезных рекомендаций насчет того, что и как готовить на разных режимах духовки, для чего они. Резюмирую мнение об этой духовке. Неплохой вариант за свои деньги с современным набором функций, режимов нагрева. Такая классика. Но с моей стороны есть к чему придраться. 2, а не 3 стекла в дверце, нет глубокого противня в комплекте. Кстати, может быть, он вообще никому не нужен. Или нужен, напишите в комментариях. И не совсем полноценно, на мой взгляд, реализована конвекция ввиду отсутствия кольцевого тена. Такая бюджетная конвекция, не все плюсы от ее наличия прочувствуете, что называется. Напишите, кстати, ваши мысли об этой духовке. Go в комментарии. Lex – это тоже бренд российский с несколькими производственными площадками в разных странах мира. И ребята, они давно на рынке, с 2005 года, и выпускается под этой маркой не только разная бытовая техника, но и, например, кухонные мойки и смесители. Духовка Lex, которую мы взяли в этот обзор, это китайское производство. Остановлюсь на главных моментах по этой духовке. Сори, она у нас не включена, потому что поставляется без электрической вилки. Это нормально для современных духовок. Некоторые поставляются с, а некоторые вот так без, потому что подключение через клеммы, в принципе, такое более логичное и безопасное для подобных приборов. Итак, тут классическое для современных моделей управление, утапливаемые вот эти поворотные регуляторы, выбора температуры, соответственно, и режимов. Плюс дисплей с сенсорными полями для установки текущего времени, правильно, настроек многофункционального таймера духовки. Вот все такое обычное дело. Среди режимов нагрева я выделил так называемую 3D-конвекцию. Это когда в духовке работает кольцевой нагреватель вокруг вентилятора, который тоже работает. Собственно, помимо нагрева сверху и снизу, возможно, гриля, этот режим должен быть наиболее востребованным для пользователей, для нас с вами. Потому что от него куча плюсов. Это реальная конвекция, которая обеспечивает эффективную циркуляцию горячего воздуха внутри духовки, и значит равномерно везде поддерживается заданная температура, и можно готовить даже на 3 уровнях сразу. Все пропечется, прожарится, приготовится. Это экономия времени и электроэнергии, как вы понимаете. Дальше, благодаря циркуляции, активному движению горячего воздуха, для приготовления можно использовать температуру поменьше, более низкую. Например, не 200, а 180 градусов. Это, опять же, экономия электроэнергии. В общем, у реальной конвекции, когда есть
кольцевой тен вокруг вентилятора есть явные и важные плюсы. Кольцевой нагрев тут еще задействован вместе с вентилятором и нижним нагревом. Это правильный режим для приготовления замороженных продуктов, которые не требуют размораживания перед приготовлением. Ну там замороженная пицца, не знаю, пироги какие-нибудь осетинские, да, вот замороженные. Это вот все отлично с этим режимом приготовиться. Еще как-то используете этот режим, что-то на нем готовите? Ну вот если да, то расскажите об этом в комментариях, потому что я не все знаю тоже. Я вообще не знаю. Можно было бы еще, на мой взгляд, добавить режим вентилятор плюс кольцевой тен плюс гриль. Это было бы вполне альтернативой вертелу при размещении продуктов на решетке для запекания, и вот, например, на среднем уровне. Но не нашел я этого режима. Есть просто турбогриль, это когда работает весь верхний тен и плюс вентилятор, вроде как гриль с конвекцией. Ну, тоже режим может пригодиться для создания корочки аппетитной, хрустящей, но все же это, как говорится, другое. Меня еще у этой духовки очень радует комплектация. Стоит она дешевле 30 тысяч, но помимо классики по противням, стандартного и глубокого, плюс решетки для запекания, мы имеем еще телескопические направляющие в комплекте. А это очень облегчает работу с противнями, делает использование духовки гораздо безопаснее. Нет опасности, что горячий противень как-то неуклюже вытащишь, и он там перевернется, опрокинется. Все зафиксировано довольно надежно. Телескопы можно переставлять, использовать на удобном уровне. Ну, вот так, за вменяемые вполне деньги очень даже приличная духовка с хорошей комплектацией и с реальной конвекцией, с кольцевым нагревателем вокруг вентилятора, от которой куча плюсов. По дизайну, кстати, тоже есть 3 классических варианта. В нашем видео черная духовка, но существует белая и в нержавеющей стали эта же модель. Midea или Midea, если уж правильно произносить, но у нас именно вот первый вариант как-то прижился. Известный большой китайский бренд. На заводах Midea для каких только брендов разную технику не производят. Ну и для себя, понятное дело, тоже. У нас видео такая свеженькая, я имею в виду внешне, белая такая духовка. Как водится, если поищите, то найдете и в других цветах эту модель, как минимум в черном еще она точно есть. Объем этой духовки 70 литров, не 60, как у многих моделей в ее цене на рынке. Вроде плюс 10, вот не глобально большое преимущество, но где-то иногда может сработать. Так что дополнительный объем при стандартных габаритах – это все же плюс для модели. Здесь есть режим реальной конвекции, когда работает кольцевой тен вокруг вентилятора. Мы говорили о преимуществах уже, когда я о духовке Lex рассказывал. Ну, коротко повторю, можно готовить сразу на 3 уровнях. Если нет кольцевого тена, то максимум на 2, да и то еще как пойдет. А значит, экономия времени. Плюс, благодаря эффективной циркуляции горячего воздуха внутри можно устанавливать температуру приготовления пониже. То есть мы получаем и удобство эксплуатации, использования, и экономию времени и электроэнергии. И плюс реальная конвекция – это в целом такой универсальный режим. Много что можно с его помощью готовить, что тоже важно. Приятная у этой духовки Midea и комплектация. Пара противней и решетка – это непосредственно для готовки. А для удобного и безопасного использования этих противней есть пара телескопических направляющих, которые можно на любом уровне нужном установить. Внутри рабочей камеры тут обычная эмаль, так что не запускаем, и просто моющим средством специальным и губкой очищаем духовку. А в принципе, если вы нальете в противень немного воды и поставите на полчаса градусов на 50, 70, 90, то вот вам получится паровая очистка. Загрязнения на стенках размягчатся, духовка остынет, и потом легко все будет удалить. Не хватило мне немного в этой духовке реализации потенциала вот этой реальной конвекции, вот этого кольцевого тена с вентилятором.
Можно было бы с ним еще парочку полезных режимов сделать, но тут не стали. Ограничились только одним. Ну вот, собственно, самой вот этой конвекцией. Это, на мой взгляд, небольшой минус. Хотя то, что сама она, эта реальная конвекция, есть, круто. В остальном, отличная модель за свои деньги. С хорошей комплектацией, трехслойным остеклением, кулинарными подсказками на стекле и вообще всеми основными возможностями современной духовки. Обещал в начале видео сделать свой выбор, какую бы духовку я взял домой. Ну, наверное, из видео понятно, что я такой фанат реальной конвекции в духовке, когда есть кольцевой тен вокруг вентилятора. Ну, плюсы такой технологии я озвучивал. Поэтому я бы выбирал между Lex и Midea именно. Ну, мне гораздо больше известен, честно говоря, бренд Midea, но по характеристикам они с Lex дышат друг другу в спину. Так что тут прямо такие весы. Но точно выбирал бы между этими двумя духовками. В этом видео мы нашли 3 не слишком дорогих духовки и проверили, что они из себя представляют. А что бы выбрали вы? Какую духовку? Пишите в комментариях. И вообще делитесь своим опытом использования выбора бытовой техники, да? Вот этого всего. Это всегда интересно. Спасибо Холодильник.ру за помощь в организации съемки. Круто, что у ребят много бытовой техники на разный кошелек. Реально много. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсацию, а просто рассказываем о том, как она реально работает. Подписывайтесь на канал, плюс мы есть в Яндекс.Дзене и в соцсетях, а также есть сайт Toster.ru, туда тоже welcome. До новых обзоров и тестов. Пока!